Друзья, Ugreen Hub вот такой вот для macOS и не только на Type-C с LAN RJ45 на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну такой вот он приехал к нам в коробочке, мы его обязательно сейчас распакуем, потестируем и потестируем не только на MacBook, как его позиционируют, что он для MacBook. Мы потестируем его еще и на смартфоне с USB Type-C, а также потестируем на Windows платформе. У нас есть вот такой вот Predator, вот такой вот. С Type-C попробуем обязательно на нем и, конечно же, на MacBook Air с M1 Pro. Ну, как бы так уже сложилось. Ребят, переходим, распаковываем, перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, потому что пропустите наши розыгрыши ценных призов, подарков. Ссылки на очередной крутой розыгрыш лежат в описании под видео с условиями. Ну, а также вы пропустите тогда дальнейшие наши самые интересные обзоры, самые правдивые, самые крутые. Ну что? Переходим, распаковываем и тестируем. Поехали. Так, Ugreenчик, модель 7418. Давайте рассматривать, что же такого интересного нам сегодня Ugreen на сон грядущий подарил. Есть инструкция еще, которая нам, откровенно говоря, не нужна. Давайте посмотрим, что же у нас тут такое. Итак. Сам по себе адаптер под Mac, ну якобы под Mac, подходит под все что угодно. Имеет в себе LAN RJ45, то есть сетевой вход. Есть у нас HDMI до 4К 30 FPS, который работает либо на смартфонах, либо на самих Mac'ах. Есть у нас два USB 3.0, видите, здесь маркировочка USB 3.0, есть у нас зарядник под PD, то есть зарядка под быстрый PD charger. И сам по себе USB Type-C. Знаете, что мне не нравится? Мне нравятся больше угловые коннекторы, потому что этот, по сути, на излом, ну, его неудобно будет размещать. То есть он у нас должен будет как-то непонятно лежать. Слушайте, ну давайте переходить, тестировать. Интересное все-таки решение. Слушайте, ну а на AliExpress мы можем его посмотреть и посмотреть его цену. Это 19,42 вообще за металлический хаб, за вот такой вот функционал, который они заявляются, это неплохо. Вообще, смотрите, что они пишут в описании, что здесь есть мини-концентратор, есть у них... Сейчас, давайте посмотрим, что они тут нам обещают. Ага, 3 USB 3.0, ой, вернее, 2 USB 3.0, 1 PD зарядник, HDMI X1 и RJ45.1. Вроде бы поддерживает до 4К 30 FPS. Что же еще? Так, ну, ага. Вот они для смартфонов также это все дело заявляют. Гигабитную сеть заявляют. Отлично, слушайте. Все придется проверять, все придется на всех платформах. Мы это, в принципе, и сделаем. Ссылочка на этот хаб. И, кстати, существует два варианта. При доставке из Китая это будет стоить 19,42. Есть вариант без... что это за вариант? За 32, вот, 32 бакса стоит с HDMI RJ45 и хаб, за 19 баксов только HDMI без RJ45. То есть, если вам не нужна сеть и нужен HDMI, то берем за 19,42. Если вам нужна сеть и нужен HDMI, то 32 бакса. В принципе, цена вменяемая для таких Apple ассоциированных устройств. Поэтому ссылка в описании под видео, идем и смотрим. Так как мы это все уже распаковали, не будем затягивать, не будем тянуть. Первое, что нас интересует, давайте на Маке мы сейчас включим даже запись экрана. Мы сразу же его подключаем. Я могу вам сказать, что есть небольшое неудобство в этом Ugreen Hub. Знаете какое? Потому что вот эта вот штука не на изгиб. На изгиб она лучше, хотя в случае с Mac'ом с двумя вот этими штуками, возможно, это хорошее решение. То, что он металлический, вы это уже поняли. Как его располагать? Ну, такой вариант. То есть вы его рядом положили, в принципе, и рядышком он у вас лежит и используется. Первое, что нам нужно протестировать, это сетевые возможности, потому что все-таки он заявляется как LAN RJ45 на 1000 мегабит. Мы включаем его к нашему роутеру, у нас 1000 мегабит есть выделенных, специально на этот хаб выдали. Сейчас у нас LAN 1000 мегабит подключен, вот мы с вами видим автоматическое подключение, все подключено, IP-адрес он получил. Давайте Wi-Fi пока отключим, ну как бы он нам сейчас и не нужен, давайте Wi-Fi отключили. Но сеть у нас есть.
Протестируем сначала через спид-тест. Стартуем. Посмотрим, что у нас выдаст. 600 мегабит. Давай 700 выдай. Давай 700. 700 мегабит. Да, это гигабитный порт, гигабитный LAN RJ45. Да, спид-тест не может показать нам максимальные какие-то значения. Мы сейчас попробуем на внешний мир, допустим, на того же провайдера в Амстердаме через Magic iPerf. Это более расширенный тест, на многопоток. Он покажет реальную скорость. Но 742 на 600 с мелочью он спокойно через спид-тест нам показывает. Да, на 593 даже. Давайте мы попробуем с вами на внешний мир. Поехали. Смотрим через Magic iPerf. 541, 600. Ну, в принципе, то же самое. То же самое на 50 потоков. Возможно, если увеличить количество потоков, может быть, станет немножечко лучше. Давайте попробуем больше потоков. Ну, как бы я уже слишком уделяю внимание этому тесту. К тому же у нас работает сейчас облако на закачку и на выкачку. Поэтому я думаю, что, возможно, здесь еще ограничение внешнего мира сложится. Ну, в общем-то, работает. Хорошо. Пробуем с вами подключение сюда HDMI. Потому что они-то заявляются, что здесь поддерживается 4К 30 Гц при подключении 4К монитора. У нас сейчас подключен монитор 1080p. У нас завелся второй рабочий стол. То есть, пожалуйста. У нас есть второй рабочий стол. Мы можем продублировать. Вот я сейчас вошел в мониторы. В расположение могу включить видеоповтор монитора. Вот, пожалуйста, у нас будет два одинаковых рабочих стола. Как бы, ну, норм работает, HDMI работает. Его можно смело отключать. Так, отключили HDMI, пробуем, как он через USB порты воспринимает флешечки. Давайте, флешечка включаем. No name флешка, да, доступ есть. Все отлично работает. Можем попробовать что-то скопировать сюда. Пошло копирование. В принципе, у меня тоже вопросов нет. Флешечка заработала. Класс. На самом деле класс. Слушайте, а что если эту штуку воткнуть в мой смартфон OnePlus 8, например? То есть то, что это на маках полноценно работает, мы уже убедились. Так, включаем зарядку для мака через Ugreen. Воткнули. Заработало? Заработало. Еще HDMI воткнем. Должно заработать все вместе. Давайте пробуем. И сеть, и монитор, и зарядка. Все работает одномоментно. Поэтому по совместимости с маками у меня вопросов вообще нет. То есть он просто работает при максимальной нагрузке. Хорошо. С маком вопрос решен. Сетевой кабель пока убираем. С маками все понятно. Давайте пробовать некоторые другие функции. Mac отложим. Смартфон, в принципе, ни для кого не секрет, что на смартфоне можно поднять, допустим, тот же самую флешку через такие хабы. Насколько здесь можно поднять нам экран дополнительный? Давайте попробуем. Screen Mirror. Заработает? Заработает? Не заработает? Давайте посмотрим. Заработал. То есть, по сути, у нас сейчас он заработал в таком вот режиме. Сейчас попробуем, насколько он сработает на боковинку. Сейчас мы развернем на полный экран. Во, заработало, ребят, заработало, все отлично. Поэтому это уже хорошо. Закрыли. Пробуем доступ к флешке через смартфон. Так, воткнули. Заходим с вами в файлы, в диспетчер файлов. Он, кстати, постоянно дергает флешку. И USB накопитель есть. Ха-ха-ха. Заработало-то. Заработало, ребята. Очень приятненько, приятненько. То есть у меня уже есть на смартфоне, смотрите, есть у меня дублирование экрана, при этом с поворотом экрана, есть у меня доступ к флешке. Я даже могу чего-нибудь установить. Да, продолжить. Давайте. Не, ну я устанавливать не буду, у меня здесь более свежий торсерф. Так, это работает. Хорошо. Слушайте, а мы на смартфоне сможем поднять сеть? Вот аж просто интересно. Гигабитную сеточку давайте воткнем. Я сильно сомневаюсь, конечно, что у нас нечто получится. Давайте заходим в настройки сетей. Выключим пока Wi-Fi. Не знаю, насколько можно расширить на смартфоне. Сильно сомневаюсь. Да, подключилась. Сеть подключилась. Слушайте, это круто. Видите, вверху у нас значок подключенной сети. Сейчас мы стартанем и посмотрим, сколько он выдаст нам. Вообще огонь.
Так, 500 мегабит, ну, неплохо. Да, в принципе, такая себе рабочая станция. Если сюда воткнуть еще мышку и клавиатуру, вы, в принципе, можете использовать ее как, как компьютер, ваш смартфон. Хорошо, с этим работает. Все, на смартфоне все у нас работает, мы с вами все проверили. И остается виндовая платформа. А это у нас ни много ни мало. Это у нас Acer Predator. Такой весь запылился, пока я его носил. Включаемся. Кто знает, что такое Acer Predator? Это топовая серия Acer. Металлические такие монстры игровые с RTX. У меня с RTX 2070 Max-Q Design. И плюс здесь у меня стоит 32 гига DDR4 быстро, и стоит почти 2 терабайта SSD-шников, при этом 2 из них M2 SATA. Ну, короче, такое прикольное решение. Плюс здесь, знаете, что еще у меня стоит? У меня здесь стоит Wi-Fi 6E на 6 ГГц. Классная тема. Обожаю этот ноут, вообще просто. Слушайте, ну, вставляем для начала хаб просто в USB Type-C. Мы вставили, какой-то звук у нас отключения произошел. Ну, сейчас определимся, что он у нас выдает. Давайте сначала пробуем LAN RJ45. Вот очень важно понять, что он работает. Воткнули. Так, устройство не распознано. Что у нас там не распознано-то? О, заработал LAN RJ45. Все есть. Тестируем на спид-тесте. Вот, кстати, видели он у меня 1280 мегабит. Это он тестировался на Wi-Fi 6E роутере. Ну, короче, неважно. Поехали. То же самое. 600 мегабит, 700. Даже выше немножко, чем на Маке. Почти 800. Давай, 800 перешагни. 800. Вот такая вот приблуда от Ugreen. Вот такая вот приблуда от Ugreen. Недорого, я считаю, за эти деньги. Так, 800 на 900 практически. Но я как бы вангую, что здесь монитор не запустится. Вот на виндовых устройствах это, ну, проблема. Проблема, потому что для этого нужен Thunderbolt. У нас здесь просто USB Type-C 3.1. Вот так вот. Ну, давайте попробуем, конечно же. А ну, запустится. Голяк. Голяк не работает. Виндовое устройство обделили. Пробуем, знаете что, я сейчас SSD подключу и попробую скорость чтения записи через эту штуку. Давайте с нее сейчас мы что-нибудь очень большое скопируем. Вот на 500 гиго, блин, как быстро, 370 мегабайт в секунду. Да, быстровато, короче, как-то получилось. Не успел даже посмотреть, но 370 мегабайт в секунду, пожалуйста, он скопировал вообще без проблем. Давайте в обратную сторону. Давайте заменим. И в обратную сторону 300 мегабайт в секунду. Чтобы вы понимали, смотрите, 370 умножить на 8. Это 3 гигабита, 3 Gbps, грубо говоря, скорость копирования на вот этот вот SSD. Это отличный результат. Короче, сеть работает, все работает. Я готов проходить резюмировать вот данный девайс. И для меня это прям, ну вообще, вот находка за такие деньги, это действительно очень приятно. В качестве резюме скажу, что за его цену это действительно неплохой девайс, это действительно неплохая штука. Как для маков, так и для смартфонов, так и для виндовой платформы. Но виндовая платформа, к сожалению, не поддерживает HDMI. Ну, по крайней мере, если у вас нет Thunderbolt, то, конечно, не будет. Если есть, то все заведется. Даже на виндовой платформе. Поэтому мы его рекомендуем. Ссылки в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Ugreen Hub Type-C на канале Технозон. Пока.